Ты думал, что знаешь правду? Ошибаешься. То, что скрыто в тени, гораздо ближе, чем тебе кажется. Приготовься. Этот ролик изменит твое представление о реальности. Пути назад уже нет. Теперь я знаю, что прячущийся реален. И это не то, о чем вы все думали. Я вырос, слушая истории о прячущемся. Вы, возможно, тоже слышали о том, что живет в лесах, всегда вне поля зрения. Он прячется. Когда вы смотрите, следит за вами, когда вы отворачиваетесь. Люди раньше говорили, что он хватает лесорубов, туристов, охотников, всегда сзади, всегда без звука. Для меня это была просто история, рассказанная у костра. До 2 недель назад. Я расчищал старые тропы за дедушкиным имением. Он умер прошлой осенью, оставив мне землю. Участок густого, тихого леса, который никто из семьи брать не хотел. Я подумал, что смогу его расчистить, может быть, продать кому-нибудь, какому-нибудь автономному выживальщику. Это была не просто тишина. Это была многослойная тишина, как будто каждый звук поглощается, прежде чем он мог дойти до меня. Хруст ветки под моим ботинком был едва слышен. Даже ветер казался приглушенным, как будто затаил дыхание. Примерно через час я стал замечать мелочи. Отложенные инструменты пропадали. Стоило мне отвернуться хоть на секунду. Маленькие маркеры на тропинках, которые я прикреплял к деревьям ярко-оранжевой лентой, постоянно исчезали у меня за спиной. А иногда, только когда я не смотрел прямо, я чувствовал, как что-то скользит от дерева к дереву. Быстро, бесшумно, уловимое лишь краем глаза. Я думал, что я просто параноик. А потом я нашел хижину. Ее не было ни на одной карте. Просто небольшое строение из гниющего дерева, спрятанное в роще черных сосен. Ни окон, дверь едва держалась на петлях. Мне следовало повернуть назад, но волосы у меня на затылке встали дыбом, и не от страха. Это ощущалось как вызов, как будто что-то хотело, чтобы я подошел ближе. Внутри была одна комната, земляной пол, обвалившаяся крыша и куча костей в центре. Некоторые человеческие, некоторые нет, все сломанные и искривленные, как будто их сгибали назад перед смертью. На стенах были резные фигурки, сотни фигурок, грубые фигуры, глубоко выдолбленные в дереве чем-то острым. Ни слова, ни картинки, просто формы глаз. Пристально уставившиеся, они сгрудились так, что стены стали похожи на кожу, покрытую выпуклыми опухолями. Вот тогда я это и услышал. Дыхание, неглубокое, рваное, прямо позади меня. Я не обернулся, я не мог. Что-то внутри меня кричало, что если я обернусь, если я это признаю, то оно станет реальностью. Поэтому я отступил медленно, одна нога, потом другая, за дверь, на поляну. Дыхание следовало за мной, ближе. Я почувствовал, как долгий холодный выдох коснулся моего затылка. Я побежал. Ветки царапали мою одежду. Кустарник цеплялся за ботинки, но я не останавливался, пока не увидел между деревьями ржавую кабину своего грузовика. Дыхание не прекращалось. Я захлопнул дверь, запер ее и выехал на изрезанную колеями тропу. Я ни разу не оглянулся. Но вот в чем дело. Я знаю, что оно преследовало меня до самого дома. Сначала были мелочи. Шаги в коридоре ночью, когда я был один. Дверцы шкафа оставались открытыми, хотя я был уверен, что закрыл их.
отражение на экране выключенного телевизора, движущиеся на фоне фигуры. Но прошлой ночью я его увидел не полностью, не прямо. Я чистил зубы, наклонился, чтобы сплюнуть в раковину, а когда поднял глаза, что-то скорчилось прямо за моим левым плечом. Длинные, сочлененные конечности, лица нет, только кожа, туго натянутая на том месте, где оно должно было быть. И знаете, что самое худшее? Он не прятался, он ждал. После этого я не мог уснуть. Я сел в постели, включил свет во всем доме и попытался убедить себя, что это игра зеркал, галлюцинация, что угодно, только не то, что я знал. Но где-то около 3 часов ночи я начал замечать искажения. Во-первых, это были стены. Они казались слишком далекими, как будто комната растянулась, когда я не смотрел, а углы скрывались в тенях, которых не должно было быть. Затем начались звуки. Я слышал, как скрипит входная дверь, как раздавались мягкие шаги по паркету. Я поспешил проверить. Ничего. Могу поклясться, что я слышал, как душ включился сам по себе. Я отдернул занавеску. Сухо. В какой-то момент я перестал доверять своим глазам. Иногда я мельком видел собственное отражение в окне, и оно двигалось несинхронно со мной. Оно останавливалось на секунду, как будто решало, повторять ли мои движения. В другой раз я мельком видел, как что-то скорчилось внутри стены, прижимаясь к гипсокартону, словно тот был сделан из мокрой бумаги. Кожа была натянута, пальцы слишком длинные, а множество суставов сгибались не в ту сторону. Всегда лишь на мгновение. Всегда исчезал, когда я обращал на него свое внимание. Но хуже всего был звук. Это дыхание. Он становился все смелее. Теперь уже не только позади меня. Надо мной, подо мной, внутри вентиляционных отверстий, чулана, подвала под домом, низкий влажный хрип. Как будто что-то пытается научиться дышать человеческим воздухом. На 5-й день реальность просто перестала иметь смысл. Я заходил на кухню и обнаруживал, что все ящики выдвинуты, а их содержимое разбросано по полу. Но стоило моргнуть, и все снова оказывалось на своем месте. Я тянулся за телефоном и чувствовал, как что-то холодное, липкое обхватывает мои пальцы, прежде чем исчезнуть. Голоса шептали мое имя из стен, неправильно произнося его, выворачивая, словно пробуя на вкус. И все еще дыхание, всегда дыхание. Я перестал выходить из дома. Я перестал отвечать на сообщения, звонки, электронные письма. Люди думают, что я больной, депрессивный, сумасшедший. Может быть, так оно и есть, но я знаю правду. Прячущийся – это не просто существо, это паразит. Он не просто прячется, он прожирает тебя изнутри, изменяет твои чувства, искажает твою реальность, пока ты перестаешь быть уверенным в том, что реально, пока ты не будешь настолько сломлен, что даже не попытаешься сопротивляться, а потом вступает в действие. Он управляет тобой, как марионеткой. Ты становишься следующим отстающим отражением, следующим шепотом в стенах, следующим дыханием в темноте. Думаю, именно поэтому старые истории никогда толком не объясняли, что происходит с его жертвами. Потому что как только оно захватит тебя, ты больше не будешь собой. Ты просто что-то другое. Я знал, что не смогу так выжить. Я больше не чувствовал себя полноценным человеком, скорее марионеткой на порванных нитях, дергающейся по жизни, которая мне не принадлежит. Поэтому я составил план.
Если бы он был привязан к дому, к хижине, к лесу, к стенам, возможно, я мог бы его уничтожить. Может быть, мне удастся сжечь его? Я облил это место бензином. Каждую комнату, каждый дюйм провисших половиц, гниющий гипсокартон, запятнанные ковры. Когда я остановился у входной двери, баллон был почти пуст. Зажигалка дрожала в моей руке. Дыхание стало таким громким, он уже не скрывался. Он наполнил воздух, словно второе биение сердца, и я щелкнул зажигалкой. Пламя танцевало маленькое и слабое на фоне надвигающейся тяжелой тьмы. Я чувствовал его позади себя. Настолько близко, что воздух, обдававший мне затылок, стал влажным и холодным. Но я не обернулся. Я просто бросил зажигалку. Пожар распространился быстро. Он взбежал по стенам живым, вьющимся цветком. Дым заполнил мои легкие глаза, но я заставил себя выбраться наружу в холодную ночь. Я не оглядывался. Пока не прошел половину заросшей дорожки, в доме творился ад. Крыша рушилась, окна лопались одно за другим. Деревья вокруг тоже загорелись, и искры взлетели в черное небо. На мгновение, всего лишь на мгновение мне показалось, что я увидел что-то в пламени. Не одно существо, много. Под поверхностью огня извивались какие-то фигуры, друг напротив друга, словно черви в трупе. Некоторые высокие, некоторые согнутые, некоторые ползущие. Все они неправильные, и все они наблюдают за мной. Я не прекращал бежать, пока не достиг дороги. Я провел ночь в своем грузовике, припаркованном на окраине города под уличным фонарем, который гудел и мигал, словно боролся за жизнь. И какое-то время я думал, что, возможно, это сработало. Может быть, я сжег его. Может быть, я свободен. Но теперь я в этом не так уверен. Когда я закрываю глаза, я все еще слышу это. Дыхание. Больше не позади меня. Повсюду. Свет в моем грузовике больше мерцает, чем горит. Иногда, в короткие мгновения темноты между мигающими фарами, я улавливаю проблески. Что-то сгорбилось за окном. Или прижалось к стеклу, или присела на корточки на потолке надо мной. Оно всегда исчезает, когда возвращается свет, всегда немного ближе. Я думаю, что пожар не уничтожил дом. Я думаю, это освободило его. И дело уже не только во мне. Если вы это читаете, если вы чувствуете, как волосы на ваших руках встают дыбом, если вы слышите дыхание там, где его быть не должно, если вы хотя бы на секунду уловите движение краем глаза, не оборачивайтесь, не смотрите. Он уже там. Ты досмотрел до конца? Теперь ты знаешь слишком много. Если не хочешь стать следующей жертвой, ставь лайк и подписывайся прямо сейчас. Пока тьма не поглотила этот канал вместе со мной, увидимся в следующем кошмаре, если доживешь.